Совершенно случайно вот наткнулся на заброшки, гуляя по Мотовилихе. Здесь, смотрите, какое-то помещение видно было бытовое. Рядом что-то типа подстанции стоит. Вот. Может, прачечная была. Могла быть столовая. Давайте сюда зайдем. Снимаю видео практически в режиме стрима на телефон. Потом дойдем вот к тем развалинам, которые составляли вот это же здание одно. Смотрите. Так, все, идем под станцию. Так называемую. Я, конечно, не знаю, точно ли была здесь подстанция. Здесь был точно пожар. Горело все это дело. Вот. Оба, да здесь уютненько. Смотрите, занавесочки. Здесь даже, похоже, картина висела. Розетка. Все кафелем обделано. Так что, возможно, здесь и что-то типа пищеблока было. Такое вот стекло. Окно занавешено. Здесь табуреточка у входа стоит. От куклы голова. Кто-то обезглавил куклу. Вот здесь такое помещение. Что-то типа умывальничка даже было. Видно, его когда-то обживали люди с трудными жилищными условиями. Вот. То есть это основное помещение. Здесь вот два каких-то хозяйственных, скорее всего, туалет и кухня была. Вот. Вот даже надпись какая-то есть. Для белья. Для какого-то белья. То есть здесь была прачечная, смотрите. Прачечная, все понятно. Даже здесь, смотрите, сразу я не заметил, ванна стоит. Ванна стоит. Может быть, когда-то для стирки она использовалась вручную, небольшие объемы стирать. Так. Ну, здесь, да, скорее всего, туалет был. А может быть, приемка. Может быть, приемка через окно. Вот сюда принимали белье. Вот такое дело. Так, выходим. Здесь все заросло. Смотрите, какая трава. Так, надо быть аккуратным, чтобы не залететь в какую-нибудь яму. Иначе можно здесь и остаться. Так, здесь, да, видите, такой наклонный потолок в помещении. Не знаю, что здесь было. Здесь, кстати, целый архитектурный комплекс получается. Вот это прачечная, в которой мы были. Еще одно здание. И дальше еще двухэтажное здание. Плиты обвалились уже. Все рассыпается. Постараемся не навернуться. Вот. Возможно, здесь было какое-то хранилище. А может быть, подстанция как раз здесь была. Смотрите, много переключателей. Все на одной стене. Здесь вот вход был сюда. Мы-то зашли через пролом, можно сказать. Вот так. Светлее стало. Нет, не светлее.
Ладно, закрыть надо форточку. Форточка уже не закрывается. Свет выключаем. До свидания, дом. Вернее, прощай. Потому что ему уже явно не жить. Дом умирает. Пойдем через дверь, выйдем. Хотя лучше выйти так, как зашли. Сейчас вот еще в тот дом тоже сходим. Такой у нас экспресс, импровизированное путешествие сегодня. Я к нему не готовился, но вот случайно увидел и решил снять для вас. Сделать такое путешествие. Двери старые под ногами лежат, косяки. Здесь углем засыпано, так что топили эти помещения углем. Вот она так все выглядит. Видно, что здание дореволюционной постройки однозначно. Вот это двухэтажное. Вот у входа был козырек, защищающий от дождя, видимо, да. Здесь видно, что потолок обвалился. И там, смотрите, наверное, это был детский сад. Сейчас я спущусь, чтобы не наступить где-то на гвоздь. Здесь была лестница. И вот такая картиночка. Ежик с грибочком. Скорее всего, да, скорее всего, это детский сад был. Сейчас уже все. Но изначально, конечно, здание строилось не под детский сад. Потому что видно, что это, да, 19 век, скорее всего, может, начало 20-го, такие арочные, полукруглые проемы дверные. А вот, кстати, лестница лежит. Вот остатки лестницы как раз под ногами у нас. Все, конечно, захламлено. Здесь большой, даже пожар у меня не поворачивается язык сказать. Большой пал был. Все горело, все горело. О, чья-то даже постель еще здесь живая. Сумка. Возможно, все еще живут. Вот так. А это что такое? Такое ощущение, что это дверь. Или сундук. Нет, смотрите, похоже, что это сундук все-таки был. Видите? Вот так вот. Идет раз. Сейчас здесь вот что-то от ручки похожее было приколочено. Интересная надпись. Смотрите, она под штукатуркой. Номер 6431. Странно. Что бы это значило, интересно? Главное, под штукатуркой, как будто оно, надпись была спрятана. Опять же загадочка. Голоса какие-то, там люди ходят. Вот здесь сейчас пройдем, посмотрим. Конечно, все в мусоре. Вот такое помещение большое. Все было сделано кафелем. Смотрите. Все в кафеле. Может, и не детский сад тогда был, не знаю. Даже что здесь могло быть. Но все вот так вот кафелем. Столовая какая-то? Нет. Может, кто-то знает, напишите. Вот здесь 2 лампы было, 4 лампы. Это какой-то зал. Зал был, явный зал.
Видите, на потолке все еще видны. Ну, все сгоревшее, конечно. Всегда находи. Что находить, непонятно. Здесь тоже все в кафеле. Здесь полочки какие-то были сделаны. Видно. Тоже все в кафеле. Вот видите? Полочки какие-то. О, книга. Супы, борщи, бульоны. Точно столовка что-то была. Исполняется похоронный марш. Интересно, что за книга такая? Только попробуйте что-нибудь. Выстрелю. Честное слово. Вот такие фразы. Люблю читать вот так книжки. Непонятно уже, конечно, что за книга. Здесь рисунок детский. Романов тоже закурил. Что же вы хотите? Меньше недели тренируетесь. По-моему, начинает получаться. Да. Вот. Такое вот здание. Оно было больших размеров, так что действительно, может быть, и все-таки это был детский сад. Там находилась столовая, там прачечная, склады. Вот видите, вот этого участка уже нету, этой части здания. Так что такие вот дела. Вот эти вот окошки арочные. Вообще мне очень нравится. Вот сейчас я стою на краю здания. Видите, какой объем, какие масштабы. Здесь точно мог бы быть зал какой-то. Может, даже изначально помещение так строилось. Потому что видно, что это одно время постройки, архитектура та же самая. Вот так вот. О, смотрите, здесь тоже козырек у входа сделан. Все, еще один исторический дом в Перми перестанет существовать. Вот отсюда видно, как сделаны окна. Кстати, видите, они так закладывались, а потом, чтобы кирпичи не вываливались, в центр вставлялся замочный кирпич. Вот так замочный кирпич вставлялся и держал все остальные кирпичи. На этом, наверное, закончим. Все. Больше пока показывать нечего. Так вот. Жалко, что уходит такая красота. Думаю, вам наш экспромт понравился. Экспресс-путешествие такое. До новых встреч! Пока-пока!